Здравствуйте! Сегодня мы начнем разбор грамматики 7-го урока Мина но Нихонго первой части. Итак, первая тема. Существительные, орудие, инструмент или средство плюс частица «д» и глагол. Что это такое? Перед началом нам нужно вспомнить прошлый урок. В прошлом уроке мы говорили, что место действия, место, где мы что-либо делаем или происходит какое-либо событие, мы выделяем частицей «д». Еще несколько уроков назад мы говорили о том, что если мы каким-либо транспортом добираемся к какому-то месту, мы также транспорт выделяем частицей «д», чтобы он отвечал на вопрос «чем ехать» или «чем доехал». Например, машиною ехал курума де икимашта. Сегодняшняя тема мало чем отличается от той, что мы использовали, когда говорили о средстве доставки, так сказать, о транспорте, когда мы выделяли существительные частицей «д». По сути, в повседневной жизни, когда мы что-то делаем каким-либо предметом, например, ножом режем арбуз или ножом чистим картошку, или, допустим, в саду лопатой копаем, то наш инструмент или орудие труда, оно выделяться должно также частицей «д» в японском языке. Давайте рассмотрим несколько примеров. Ножом резать. Найфу де киримас. Или, допустим, ножом мясо резать. Идет небольшое уточнение. Резать что? Мясо. Резать чем? Ножом. Найфу де никуо киримас. Или, например, мобильным телефоном mail отправить? Задаете вы вопрос. Кейтай де меру окуримаска? Кейтай де меру окуримаска? Как видите, в данном случае орудием является смартфон. Мы смартфоном отправляем электронное письмо. Или, например, снимаю фото смартфоном. Сумахо де шешино торимас. Чем снимаю? Смартфоном. Ем карри ложкой. Супун де карео табемас. Спун де карео табемас. Или ножницами бумагу режу. Хасами де камио киримас. Хасами де камио киримас. Для того, чтобы задать вопрос, чем работаете, чем пишете, чем едите, вы используете тоже вопросительное слово, что мы использовали, когда говорили о виде транспорта. Наниде. Чем? Наниде плюс глагол, наниде плюс существительное и глагол. Например, чем письмо написал? Наниде тегамио какимаштака. Наниде тегамио какимаштака. Или, например, чем кушаешь? Наниде табемаска. Вам могут ответить. Хашиде табемас. Палочками ем. Итак, мы знаем, что частицей «д» можно выделять, во-первых, место действия, место, где мы что-либо делаем, транспорт, которым мы, допустим, куда-либо приехали или приедем. Мы также можем выделять различные инструменты, предметы, которыми мы пользуемся. Но помимо этого мы также можем выделять и язык. Например, в вопросах, когда мы хотим сказать, на каком языке ты говоришь, а в ответе мы хотим услышать, допустим, на японском языке, по-японски, на итальянском или по-итальянски. В этом случае мы также язык, который нас интересует, выделяем частицей «д». Например, на японском языке
Или по-японски нихонго де. Нихонго де. Или, например, на французском языке или по-французски франсуго де. Франсуго де. Или, например, по-немецки или на немецком языке Deutsche де. Deutsche де. Давайте рассмотрим пример. Мария на испанском языке музыку слушает. Мария ва спейнго де онгаку о кикимас. Мария ва спейнго де онгаку о кикимас. На каком языке слушает? На испанском. Спейнго де. Для того, чтобы нам задать вопрос, на каком языке говорит тот или иной человек или слушает музыку, нам нужно использовать вопросительное слово, такое как нани-го-де. Нани-го-де. На каком языке? Ну и дальше вы добавляете нужный вам глагол. Слушает, пишет, читает, разговаривает. Ханашимас. Итак, следующая тема. У нас может возникнуть ситуация, когда мы хотим задать вопрос, как, допустим, слово или какое-то предложение называется на каком-то языке. Для этого мы используем следующую конструкцию. Мы слово, которое нас интересует, выделяем частицей «ва», после добавляем язык той страны, которая нас интересует, выделяя его частицей «д», и добавляем вопросительное слово «нандеска». Будет переводиться как слово или предложение, допустим, на русском языке «как». Так как изначально эта конструкция строится на японском языке, то, скорее всего, она, наверное, рассчитана на то, что вопрос будет задавать вам как иностранцу японец. То есть японец может сказать, допустим, «Аригато рошия годе», «Аригато ва рошия годе нандеска». И то есть вы уже как немного знающий одновременно японский язык и хорошо владеющим русским языком сможете ему ответить. Поэтому большое значение имеет то, где вы находитесь в данный момент. Если, допустим, вы находитесь в Японии и задаете вопрос испанцу, как на его языке называется тот или иной предмет, при этом вы не знаете ни английского, ни испанского, вы немного знаете японский, и он немного знает японский, он может вам ответить, исходя из того, что он как бы понимает, о чем вы его спрашиваете. Но давайте рассмотрим примеры. Например, холодильник на японском языке как называется? Вы можете спросить японца. Холодильник ва нихонго де нандеска? Вам могут ответить просто рейзоко дес. То есть холодильник рейзоко дес. В данном случае имеется в виду, что японец, скорее всего, немножко знает русский язык, поэтому понимает, о чем идет речь, и он его переводит на свой родной язык. Или, например, футбол на украинском языке как называется? Саккава. Украина годе нандеска. Украинец может вам ответить футбол дес. То есть в данном случае японец задал вопрос украинцу. Или, например, привет на испанском языке как называется? Привет вам, спейнго де нандеска. Вам могут ответить хола дес. На испанском привет хола. Или, например, спасибо на японском языке как называется? Спасибо ва нихонго де нандеска. Вам могут ответить аригато дес.
Или, допустим, яблоко на русском языке как называется? Apple wa рощи годе нандеска. Яблоко дес. В ситуациях, когда вы, например, не знаете название того или иного предмета, вам не обязательно задавать вопрос с определением того, что человек знает ваш язык немножко. Вы можете также использовать указательные местоимения, например, коре, да? И строите предложение следующим образом. Например, указывая на предмет, вы задаете вопрос коре ва, допустим, на японском языке. Коре ва нихонго де нандеска. То есть это на японском языке как называется? Человек вас поймет, и он вам ответит правильным ответом, указав название того предмета, на который вы указываете. Следующая тема. Существительное 1 человек, ни существительное 2 агемас. Итак, когда вы смотрели словарь сегодняшнего урока, то, скорее всего, обратили внимание, что в нем появились новые глаголы, такие как отдаю кому-то агемас, обучаю или объясняю кому-то ошиемас, даю в долг кому-то кашимас, или наоборот, получаю мораймас, изучаю или учу у кого-то нараймас и беру в долг у кого-то каримас. У многих иногда может возникнуть небольшое затруднение из-за того, что происходит небольшая путаница. И она прежде всего связана с тем, что не всегда могут понять в предложении, кто является дарителем, а кто является получателем. Как нам быть в этом случае? На самом деле вся загвоздка стоит в том, как вы выучили глаголы. Если мы понимаем того, что мы что-либо получаем, то есть объяснение, либо деньги берем в долг, или, допустим, нам дают подарок, или нам просто что-то дали, или наоборот. В этом случае вы всегда должны опираться в предложении прежде всего на глагол. Какой глагол стоит в конце предложения? Потому что от того, что указывает он, вы поймете, на что нужно опираться. Итак, агемас глагол всегда будет означать то, что дарителем являетесь вы. По этому предложению вы всегда будете выделяться частицей «ва», а человек, которому вы что-либо дарите или даете, будет выделяться частицей «ни». Это же касается и ситуации, когда вы что-либо объясняете кому-то. То есть вы человек, который объясняет, а человек, который слышит ваше объяснение, его будете выделять частицей «ни». Также в ситуации, когда вы что-либо даете кому-то в долг, когда используете глагол кашимас, то есть вы или, допустим, кто-то ваш знакомый, выделяете его частицей «ва», а человек, который берет в долг или ему дают как получателю, он будет выделяться частицей «ни». И поэтому наша конструкция строится таким образом, что на первом месте будет стоять даритель, выделяя его частицей «ва». Следующим будет идти получатель, выделяя его частицей «ни». После идет, собственно, что вы дарите, объект. И в конце вы указываете тот глагол, который вам необходим. Давайте посмотрим несколько примеров. Например, я Марии дала ластик. Ваташи ва Мария ни кешигому о агимашта. Ваташи ва Мария ни кому Марии кешигому о агимашта. Или, например, допустим, мы строим вопрос: что ты дал Марии? В данном случае нас интересует объект.
なたはマリアに何をあげましたか？あなたはマリアに何をあげましたか？Кэшигому агимашта дал ластик. Или, например, я Марию обучаю или я Марии объясняю английский язык. Ватачи ва Мария ни эйго ошиэмас. Или я Марии одолжил машину. Ватачи ва Мария ни курумао кашимашта. Если посмотреть на все компоненты предложения, то мы можем прийти к выводу, что мы можем создавать большое количество вопросов. Например, давайте рассмотрим на примере «Я Марии одолжил машину». Ваташи ва Мария ни курумао кашимашта. Мы, зная уже вопросительное слово «кто», «дара», можем спросить, кто Марии машину одолжил. Строим предложение следующим образом. Дарева Мария ни курумао кашимаштака. Дарева Мария ни курумао кашимаштака. Или, например, мы можем спросить, ты кому машину одолжил? Анатова дарени. Кому? Дарени курумао кашимаштака. Или ты Марии что одолжил? Анатова Мария ни нанио кашимаштака. Нанио кашимаштака. Или можем просто задать вопрос, что ты Марии машину одолжил? Или ты Марии машину одолжил? Анатова Мария ни курума кашимаштака. Мы также учили и альтернативные вопросы. В том случае мы использовали два вопросительных предложения с смыслом «или». Давайте используем и в этот раз. Анатова Мария ни курумао кашимаштака, оканео кашимаштака. Ты Марии машину одолжил? Деньги одолжил? Имеется в виду, ты Марии машину одолжил или деньги одолжил? Мы разобрали то, какие вопросы мы можем задавать, используя различные компоненты предложения. Давайте мы еще рассмотрим примеры. Например, «Я тебе это дарю». Ваташи ва аната ни курео агемас. Или, допустим, 2 месяца назад господин Мира Тому деньги одолжил. Никкагэцу маэ ни. 2 месяца назад никкагэцу маэ ни Мира-сан ва Тому ни окане о кашимашта. Или, например, Ямада-сан ее обучает экономике. Или Ямада-сан ей объясняет экономику. Ямада-сан ва каноджо ни кейзай о ошиэмасу. Ямада-сан ва каноджо ни кейзай о ошиэмасу. Помимо глаголов, где мы что-либо кому-либо даем или оказываем какую-либо услугу, мы еще смотрели такие глаголы, как ден вакакимас и окуримас. Принцип их использования одинаковый, но есть небольшое различие. То есть мы отправителя или дарителя или деятеля звонка мы выделяем частицей ва. Но вот в зависимости от того, кто является адресатом получения, частицы могут разниться. Так, допустим, если мы позвоним в школу, или, допустим, я позвонил в школу, получателем звонка является школа, и мы выделяем ее не частицей «ни»,
выделяем частицей «э». Гаккоэ денвао какимашта. Но если бы мы звонили другу, то друга мы выделяли бы частицей «ни». Ваташи ва томодачи ни денвао какимашта. То же касается и с глаголом акуремас – отправить. Если мы отправляем что-либо в компанию, то компанию мы выделяем частицей «э». Допустим, в ABS компанию этот багаж отправили. ABS каша «э» коно нимоцу о окуримашта. ABS каша «э» коно нимоцу о окуримашта. Или, например, если бы мы другу отправили вещи или багаж, мы бы его выделяли частицей «ни». Ваташи ва томодачи ни коно нимоцу о окуримашта. Ваташи ва томодачи ни коно нимоцу о окуримашта. С частью, где я или кто-либо что-либо отдает или оказывает какую-либо услугу, мы разобрались. Но давайте разберемся и в той ситуации, когда мы что-либо получаем от кого-либо. То есть используем такие глаголы, как мораймас – получать, нараймас – учиться у кого-то и брать долг у кого-то – каримас. Несмотря на то, что основным указателем предложения является именно глагол, потому что он говорит о чем, собственно, предложение. В данной конструкции немного меняется местами получатель и тот, кто дает что-либо. Так мы получателя выделяем частицей «ва», а не частицей «ни». А человека, который нам что-либо дает, мы выделяем частицей «ни». Иногда ее заменяют частицей «кара». Смысл один и тот же – указать, что от какого-то человека мы что-либо получили. Например, Мария от Джона получила подарок. Мария ва Джон ни презенту о мураймашта. Мария получила что? Подарок. Мураймашта. Но она получила от кого? От Джона. Джон ни. Или, допустим, я взял в долг у Эмилии деньги. Ваташи ва Эмирия кара окане о каримашта. Я взял деньги у кого? У Эмилии. Или, допустим, я от Ямады-сана японский язык изучаю. Или бы я у Ямады-сана учу японский язык. Ваташи ва Ямада-сан ни нихонго о нараймас. Я что получаю? Знания японского языка. А у кого? У Ямада-сана, выделяя его частицей «ни». Так, давайте подсуммируем. В ситуациях, когда вы что-либо кому-либо даете или оказываете услугу, вы являетесь дарителем, вас выделяют частицей «ва». А человек, которому вы что-либо даете, вы выделяете частицей «ни». А в ситуациях, когда вы что-либо получаете, и используя такие глаголы, как мураймас, нараймас и каримас, получателем являетесь вы. Вы также остаетесь выделенным частицей «ва». А вот человека, который вам что-либо дает, вы выделяете частицей «ни» или «кара». В ситуации, когда мы хотим сказать, что уже что-то сделали, мы используем частичку «мо». Ставим ее непосредственно перед глаголом или в начале предложения. А также используем глагол в прошедшем времени.
Например, я уже поел. Ваташи ва мо табемашта. Или могут задать вопрос. Уже написал отчет? Мо репото о какимашта ка? Вы можете ответить. Хай мо какимашта. Да, уже написал. Или нет, еще нет. Ие мада дес. Или, например, сегодня брата уже видел? Кёва анича но мо мимашта ка? Кёва анича но мо мимашта ка? Или можно иначе построить предложение. Кёва мо аничан о мимашта ка? Ты видел уже брата? Или ты уже книгу почитал? Мо хон о йомимашта ка? Вы можете ответить. Хай мо йомимашта. Да, уже почитал. Или нет, еще нет. Ие мада дес. Или, например, сказать нет, еще не дочитал. Ие йондеймасен. То есть действие еще не завершилось. В данной ситуации вы не можете использовать глаголы в отрицательной форме или глагол в отрицательной форме в прошлом времени. Почему? Потому что будет смысл того, что действия вообще никакого не было. То есть о книге никто ничего не знал. Поэтому ие йомимасен дешта в ответе вы не должны использовать. Следующая тема – сокращение частиц. Эта тема довольно сложная. Почему? Потому что, во-первых, она немножко, как мне кажется, на уроке 7 не должна была бы подниматься. Эта тема уже последних уроков при подготовке к N4. Но это мое личное мнение. Почему? Сокращение частиц типа ва, о, и так далее вы можете о них слышать тогда, когда будете изучать часть о разговорах в обычной повседневной жизни. То есть в повседневной жизни всегда будет какое-то сокращение. Но в отношении таких частиц, как ва или направлений я бы советовала вам все же не приучать к себя к тому, что вы можете их сокращать. Лучше все-таки лишний раз их произнести, чтобы для концепции полного понимания вопроса или предложения, которое вы строите, ваш собеседник понимал, о чем вообще речь. Потому что частица ва, она является законодательницей темы разговора. Если вы будете о чем-то там бормотать, вас не поймут. Частицу о вы тоже как бы выбросить не можете, потому что она определяет само значение глагола, какой тогда он вообще переходной, не переходной, это прямое действие или непрямое действие, понимаете? Или тоже касается направлений в виде частиц то есть в каком направлении вы идете. Все-таки я бы советовала вам не приучаться к сокращению. Да, в японском языке есть устойчивые фразы, которые они уже как бы годами у них адаптированы, и да, их заучив, вы автоматически будете частицы некоторые не произносить, но это только определенные фразы, это не относится ко всей речи в японском языке в целом. Например, когда вы говорите вот стеки десне, то есть прелестное что-то, да, это сумка прелестная, не так ли? Соно или коно кабан ва стеки десне, вы можете, быстро проговорив, коно кабан стеки десне. То есть, допускается, но все-таки вы как бы в вежливой форме строите предложение, а оно должно быть полноценным. Или, например,
вы можете сокращать, когда вы говорите о времени. Например, вы говорите сегодня, завтра, позавчера. Не можете не произносить акцент с частицей «ван» именно в временном промежутке, то тогда да, можно. Например, вчера в суширо ходила. Кино, сушироэ и кимашта. То есть частицу «ва» вы можете убрать, да? А вот частицу вы не можете убрать уже никак. Или, например, в вопросе, когда вам предлагают, допустим, чашечку чая или чашечку кофе, да, как бы и кага деска, и кага это глагол, то есть оча или чай является объектом. То есть здесь идет прямое действие, будете пить или не будете, да. И в этой ситуации частица «у», она у японцев, она просто убралась со временем, поэтому ее вы просто заучиваете так, как-то без частицы «о». О чао, мо и пай кага деска, или же оча мо и пай и кага деска. Оба варианта, они будут верными. В принципе, тему сегодняшнего урока мы разобрали, но я еще хочу немного занять вашего времени. Среди слов, которые вы сегодня учили, было слово «коре-кара». То есть оно переводится как «с этих пор» или «скоро». Строится оно по принципу два отдельных предложения, и коре-кара является соединительной связкой, да, между ними. Когда его чаще используют? Его используют тогда, когда вы, например, хотите говорить о ближайших планах, да, на будущее. То есть иногда коре-кара путают с словом «сейчас». Но это не совсем правильная трактовка. Когда вы используете коре-кара, это означает, что вы прямо сейчас собираетесь что-то делать, то есть с этого момента. Например, я сейчас собираюсь есть. Коре-кара гохану табемас. С этого момента я начну его есть, да? Или я сейчас выхожу с дома, да? Вам позвонили, вы отвечаете, сейчас выхожу с дома. Коре-кара декакемас. Выходить из дома. Когда еще могут использовать? Когда говорят, допустим, о погоде или какой-либо ситуации. Например, сейчас пойдет дождь. Коре-кара амега фуримас. Еще раз обращаю ваше внимание, что если вы используете слово «има» как «сейчас», это подразумевает, что вы описываете ситуацию именно в этот момент, в этот самый момент. А вот когда вы говорите о том, что будет какое-то действие с этого момента, оно начнется и пойдет дальше, то здесь нужно использовать коре-кара. То есть с этих пор, с этого момента тоже можно использовать как трактовку перевода на русский язык. Где еще мы можем использовать? Мы еще можем говорить тогда, когда мы имеем какой-то план или решение, когда мы говорим об этом, что мы на будущее будем что-то делать, да? То есть, например, с этих пор я буду учиться больше. Или с этих пор я буду заниматься больше. Коре-кара мото бенкё шимас. Коре-кара мото бенкё шимас. Или давайте с этих пор разговаривать по-японски. Коре-кара нихонго де ханашимашо. Коре-кара нихонго де ханашимашо. Следующее. Вы учили такую фразовую конструкцию, как «ва» и «кага деска». Не хотите ли? В ситуациях, когда вы кому-то что-то предлагаете, вы строите, допустим, ставите существительное, а дальше добавляете конструкцию «кага деска». Например, «сока не хотите ли?» «Джусу мо и пай и кага деска».
Или, например, шоколад не хотите ли? Чокорето мо хитоцу икага десу ка? Как бы в данном случае вы что-то предлагаете вашему гостю. Думаю, он вежливо вам не откажет, согласится. Следующее. Стеки десне. На русский язык вы бы переводили как «это мило», «это прекрасно». Когда мы можем использовать? Например, тогда, когда мы говорим о внешнем виде другого человека, его одежде, аксессуары. То есть, например, какие прекрасные часы, да? Токей ва стеки десне. Или когда кто-то говорит о своих планах или идеях, да? Какая прекрасная идея. Сорева стеки на кангаэ десне. Сорева стеки на кангаэ десне. Стеки является на прилагательным. Об этом вы будете учить в следующих уроках. Поэтому между прилагательным и существительным оно всегда будет стоять с частицей на. Кангаэ – это мысль, идея. Поэтому получается предложение «какая прекрасная идея», да? Сорева стеки на кангаэ десне. Или, например, какой прекрасный план. Стеки на кей каку десне. Стеки на кей каку десне. Или, например, когда говорят о хобби или привычках ежедневных, да, какое прекрасное у вас хобби. Стеки на шуми десне. Стеки на шуми десне. Еще я хотела бы с вами научиться считать дни недели. А именно в контексте, когда мы хотим спросить, сколько недель. Итак. 1週間、2週間、3週間、4週間、5週間、6週間、7週間、8週間、9週間、10週間、10週間。 Для того, чтобы задать вопрос, мы используем вопросительное слово нанщикан. Например, мы задаем вопрос, или нет, предложение, до Рождества 2 недели ждать. До Рождества 2 недели ждать. Курисмасу маде нищукан мачимас. То есть по продолжительности 2 недели ждать. Также я бы хотела с вами выучить, как считать года. И отвечать на вопросы «сколько лет?» Наннен. Итак, 1 год. 1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、7年、8年、9年、10年。 Например, до 20 лет 3 года ждать. Хатачи маде саннен мачимас. Вопросительным словом является наннен, да? Хатачи маде наннен деска. Или хатачи маде наннен мачимаска. Вам могут ответить. До 20 лет 3 года ждать. Саннен мачимас. Еще я хотела бы с вами научиться считать мелкие предметы, не используя специфический счетный суффикс ко. В японском языке есть исконно японские числительные, которые используют для подсчета мелких предметов или вещей. Итак. 1つ、2つ、3つ、
4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、と、Это являются универсальными счетными словами для небольших японских объектов, обычно в небольших количествах, например, от 1 до 10. Где еще мы можем использовать их? Тогда, когда мы говорим об абстрактных вещах, идеях, ошибках или вопросах. Например, можно один вопрос. В этом случае мы будем использовать числительное слово хитоцу, да? Или когда мы в кафе хотим сделать заказ, например, можно еще 1 чашечку кофе. В этом случае мы также используем универсальное слово числительное хитоцу, футацу. Строится по обычной конструкции, то есть существительное «о», дальше идет количество плюс глагол. Например, я съел 1 яблоко. Ринго хитоцу табемашта. Или мы хотим задать вопрос. В этом случае мы используем вопросительное слово икуцу. Сколько? Икуцу. Сколько яиц купила? Икуцу тамаго каймаштака. Икуцу. Или, например, 1 кофе, пожалуйста. Кохио хитоцу кудасай. Кохио хитоцу кудасай. Что ж, надеюсь, сегодня вам тема была полезная. Всем хорошего дня.